Это видео не несет никакой полезной информации. Поэтому, если ты его выключишь, я тебя пойму. А если досмотришь до конца, знай, ты мой зритель. Здравствуйте, друзья! Приветики, давно не виделись. Это уж точно давно. И, наконец-то, к нам пришла весна. Не то слово, как пришла, ворвалась. По полной. Сейчас на улице плюс 18, плюс 20 градусов каждый день. Правда, ночи еще холодные. И, в общем-то, я вот сегодня даже встал, машина была в инее, да? Поэтому не все так быстро происходит, но происходит, дорогие мои. В Праге, как вы поняли уже, все цветет. Но, к сожалению, еще не настолько все, потому что мы с Таней пытаемся, скажем так, урвать для вас красоты, немножко наснимать ее, показать вам. Но приезжая в какое-нибудь место, опа, а здесь вишни еще не зацвели, опа, а здесь магнолии еще не зацвели. А нам же так хочется вам все показать. Поэтому приходится, честно говоря, колесить по всей Праге и окрестностям уже, наверное, Я хочу заметить, Владимир, что в Праге практически все уже везде расцвело. В самой Праге, да. А в окрестностях еще нет. Настроение, я вам скажу, улучшается, потому что, только в эти дни я ощущаю себя настолько хорошо. Они не знали, что магнолии на самом деле столько разновидностей. Вот это вот одна из них белая. Перед этим мы вам показывали такую розовато-белую, да. Есть еще такая магнолия, которая растет у нас около дома, совершенно другая. Это вообще даже не дерево, а больше куст. И вообще их разновидностей здесь растет очень много. Цветут они, как правило, несколько раз в году. Один раз в году так вот полно, как сейчас весной. И еще, может быть, до 3 раз совершенно спокойно. Единственное, что там, уже не будет столько цветов. Будет все как бы умереннее. Мы с Таней заглянули в дендрологический сад, который находится в Прухоницах. Не путайте, это не тот парк, где находится красивый замок, где мы с вами бывали много раз. Это с другой стороны от магистрали. Я оставлю ссылку в комментарии. Здесь огромное количество различных растений, которые зацветают первыми в Праге, и можно полюбоваться даже на цветение рододендронов, хотя они в общей массе своей расцветут гораздо позднее. Конечно же, в поисках весны мы обошли все сады в Праге. Это Вуяновые сады, где мы с вами бывали в прошлом году. Здесь поют павлины и потрясающе цветут магнолии.
очаровательное место, которое находится в самом центре Праги на Малой Стране, неожиданно для туристов. Также мы навестили Вербовский сад, Вербовская заграда, который находится в самом центре у Малостранской площади. Но этот парк очарователен тогда, когда там цветут розы. Для роз еще слишком рано, а тюльпаны только посадили. Мы были в день открытия, но тем не менее, оттуда открывается потрясающий романтический вид на Прагу, которым надо насладиться. Весна, весна, как много в этом слове. Я, знаете, тут посылаю периодически своим подружкам в Россию прекрасные картинки с цветением, и они мне пишут все в один голос: ты там в раю живешь? А я говорю: да, мы живем в раю, правда? Ну, правда, вот период весны здесь потрясающий, честно говоря. Такого буйства красок я не видел нигде, но, может быть, только если, может быть, в каких черноморских курортах когда-то, да, там в Сочи, там еще да, когда-то, да, никогда да. близко к этому Вообще, было, да. для меня весна – это самое красивое время года, я его обожаю. Множество и множество людей в эти теплые дни выходят на улицы для того, чтобы наконец-то почувствовать воздух весны. Они гуляют, улыбаются, купаются в лучах солнца. И от этого на душе становится как-то тоже тепло, и ты заряжаешься буквально из самой земли какой-то энергией, которой тебе так не хватало в зимние дни. Конечно же, мы опять встречались со своими зрителями. В этот раз к нам приехали Евгений и Карина из Израиля. День добрый. Добрый день. Привет. Очень приятно, Привет, Карина. очень приятно. Рада знакомству. Здравствуйте. Добрый Владимир. день, Да, не очень Добрый приятно. день. Здравствуйте. И мы отправились с ними на прогулку по центру города. Для начала, посетив его сердце, Пражский град. Солнце проходило сквозь витражи костела Святого Вита и окрашивало все в необычные яркие цвета. А затем мы погуляли по Вышеграду. Город в лучах заходящего солнца был просто очарователен. Мы закончили свою прогулку на площади Мира, на Амнести Миру, расстались, и на душе остались теплые впечатления от такой первой весенней прогулки. И в очередной раз я понимаю, что такого города, как Прага, второго в мире не существует.